Здравствуйте! Вашему вниманию представляю мою обновку этого сезона, уже ставшую немногим, но ненавистную зимнюю катушку Salma Elite Ice Mult 5. Это не реклама, я не буду петь о ней дифирамбы, а скажу о ней лишь свое мнение и первые впечатления от небольшого опыта ее использования. Проанализировав комментарии к видео, где я рыбачу с ее применением, я могу сделать вывод, что наши рыболовы еще не готовы применять подобные катушки. И дело не в наших погодных условиях. Ответ, скорее всего, прост. Мы еще просто не привыкли к подобным вещам. Привычка-то осталась. Не подумайте, что, возможно, это единственная катушка, попавшая в мои руки. За непродолжительное время увлечения зимней рыбалкой я уже перебрал немалое количество снастей. Отмечу еще одну катушку, а именно Stinger Arctic Char. Эта катушка уже доказала свою надежность по опыту нескольких сезонов, но сейчас не о ней. Как же я пришел к выбору данной катушки? В прошлом году я решил подобрать себе катушку для вываживания рыбы и при этом не создавая вокруг себя ажиотажа. Была заказана катушка вот такого плана. Но о ней говорить не буду. Один выезд, 5 минут рыбалки, и она до сих пор пылится в коробке с барахлом. Вернемся к катушке Salma Elite Ice Mult 5. Имею небольшой опыт ее использования. На мелкой глубине до метра, на глубинах до 6 метров, при нулевых температурах, плюсовых и отрицательной температуре до минус 12 градусов. На главным тестом, конечно, будет использование ее в условиях отрицательной температуры при вываживании достаточно крупной рыбы. Как только это произойдет, я обязательно дополню это видео ссылкой на фрагмент вываживания. Катушка имеет вес 162 грамма. При своем небольшом весе достаточно добротно собрана. Подшипников эта катушка имеет 5 штук. Передаточное число 2,6 к 1. При одном полном вращении рукояти шпуля делает примерно 3 оборота. Увеличенный диаметр шпули позволяет быстро подматывать леску. Сделаем замер, сколько за один оборот полный оборот рукояти катушка подмотает лески. Оставим свободный кусок лески 50 сантиметров. Так, 50 сантиметров свободный кусок лески. Делаем полный оборот. В итоге ориентировочно остаток свободного куска лески соответствует 10 сантиметров. Значит, делаем вывод: за один полный оборот рукояти она подматывает лески 40 сантиметров. Регулируемый фрикционный тормоз, на мой взгляд, не самый технологичный, а скорее наоборот. Очень прост и имеет всего один диск торможения, что не позволит затянуть тормоз полностью и не даст возможности плавной регулировки. Надеюсь, при использовании в отрицательных температурах не будет подклинивания. Мгновенный антиреверс. Стопор обратного хода. Механизм идентичный, как и на обычных безинерционных катушках. Кнопка отключения передачи позволяет быстро сбрасывать приманку. Чтобы включить обратную передачу, достаточно сделать оборот катушкой. Ручки эргономичные, из резины, очень приятные на ощупь. Для наглядности вскрою катушку и покажу ее механизм. Шестеренки выполнены из латуни. Смазку я в данной катушке уже поменял. Самое важное, хочу показать механизм работы фрикциона.
имеется прорезиненная подкладка в основной шестерне. И за счет прижима вот этой шайбе происходит торможение и, скажем так, сцепление. Данный вот элемент разбирать никому не советую. Там находится маленькая пружинка, которую очень трудно потом поставить на место. Вот обычный стопор обратного хода. Также реализован, как и в обычных безинерционных катушках. Вот отсюда его будет хорошо видно. Ну, в общем, механизм выполнен достаточно добротно. Никаких элементов слабых я, по крайней мере, не обнаружил. По мне выполнено достаточно на высоком уровне. Причем за свою цену, порядка 2000 рублей, я считаю неплохой вариант. Увеличенное вот это вот расстояние позволяет осуществлять хват спокойно даже в перчатках зимних. Но при этом ножка толстая. Вот. Я использовал ее в том числе и вот с такой удочкой от той же компании Сальма. И вот странно, что вроде казалось бы две вещи от одной компании, от одного производителя в принципе планировали, что они будут использоваться в купе. Но если обратить внимание, то вот зацеп минимален, вот заход туда. То есть, не знаю, конечно, я использовал, вполне достаточно его, но мне казалось, как-то могли бы сделать ножку просто слегка потоньше, и проблем бы такой не было. То есть туда заходит порядка, ну сколько тут, ну, дай бог 2 мм туда заходит, а остальное происходит за счет поджатия. Вот один удочет. Я использовал вот с таким вот хлыстом. Это удочка от компании Stinger. Достаточно мягкая, но это чисто под окуня. У нее уже такого плана крепежи. Кстати, у Сальма такие же есть. Вот эти уже как бы нормально. Тут можно с утрамбовкой запихнуть туда их. Можно двигать куда угодно. Вот он хват. То есть моя рука плюс перчатка. И я не буду доставать. Хотел бы немного поподробнее остановиться на ее плюсах и минусах. Пользуясь этой катушкой, я реально не знаю глубину, так как сброс осуществляется очень быстро. Но выход из этой ситуации очень прост. Считаем количество оборотов при следующем поднятии и умножаем ее на длину одного оборота. При нахождении горизонта стоянки рыбы необходим навык последующего его нахождения. Необходимо контролировать количество оборотов рукояти катушки. То есть начинаем игру, делаем подмотку. Снова играем. И так до первой поклевки. Итак, запоминаем количество сделанных оборотов. После очередного сброса до дна делаем нужное количество оборотов. И приманка в том же горизонте. Но при поиске горизонта стоянки рыбы с помощью эхолота имеется возможность быстрой подмотки на нужный горизонт. По эхограмме легко отследить горизонт нахождения приманки и возможно ее быстрое совмещение с горизонтом стоянки рыбы. Катушкой предусмотрена настройка свободного хода. Но даже при небольшом морозе, в моем случае порядка минус 12 градусов, стопор начал, мягко говоря, глючить. Выкрутив до свободного вращения, проблема ушла. И нет никаких проблем контроль осуществлять пальцем. При попадении влаги в механизм возможно заклинивание, но это возможно у любой катушки. При работе с подобными катушками образуется наледь на пропускных кольцах бланка.
Имеются хитрости для сведения данной проблемы к минимуму. Обработка колец силиконом, маслом и тому подобные варианты. Теперь о плюсах. Возможность вываживать с больших глубин, не путая леску. При большом прессинге водоема рыболовами возможно скрытое вываживание. Как вы знаете, достаточно взмахнуть рукой при подсечке и начать вываживать рыбу. Толпа тут же окажется рядом. Использование фрикциона при вываживании даст возможность не упустить крупный трофей. Следующий плюс – это быстрый сброс приманки ко дну. Как бы мне ни писали в комментариях о том, что темп предловли невысокий, поверьте, вываживание и сброс приманки этой катушкой осуществляется быстрее, чем выпутывание со льда или снега леску при опускании приманки рукой. Говоря о том, что ее нельзя бросать на лед или снег, зачем? Доступ к механизму осуществляется достаточно быстро, и в случае образования наледи возможно быстро вернуть ее в работоспособное состояние. Подводя итоги, могу сказать, что не так страшен черт, как его малюют. Скорее, это альтернатива реальному мульту, только для зимней рыбалки. Хоть и технически она намного проще, но при своей простоте дает большую надежность при условии использования ее зимой. Как любитель спиннинговой ловли, вкупе с подобранным хлыстом, я получил альтернативу спиннинга на зимней рыбалке. Как мне, так она очень понравилась. А выбор делать каждому, я лишь рассказал о своем опыте. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом, пожелать всем крепкого здоровья и удачных трофейных рыбалок. Всем спасибо за внимание, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал.